А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SALE40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами Шестизарядный револьвер. Сегодня мы находимся, как обычно, на сайте MyCSGO и будем открывать коллекции. Коллекцию Control и идти к авику Gradient, который, собственно говоря, есть в этом кейсе. Мы на сайте в разделе коллекции, и нас интересует только Control. Данный треугольник с глазом. Тут есть АВП Gradient за 90 тысяч рублей и синий фосфор за 58 тысяч рублей. Нас интересует, в принципе, исключительно только АВП Градиент, но если выпадет М-ка, то, конечно же, я не расстроюсь, так как, в принципе, сама по себе выглядит красиво, ну и цена у нее тоже привлекательная. На балансе у нас, наконец-то, хорошая сумма, 15 тысяч рублей. И мы готовы начать открывать. Погнали. Будем открывать потихонечку, помаленечку, по одной штучке пока что, смотреть, получится, не получится, надеюсь, получится. Тут по факту есть много предметов, которые могут окупить хотя бы одно открытие кейса, то есть сам кейс у нас стоит 142 рубля, а есть предметы, которые окупают от 200 рублей, и, соответственно, есть те, которые не стоят даже 50. Но уже хорошо, что есть те, которые могут окупить одно открытие, так как это больше шансов на выпадение хорошего дропа. Пока что 37 рублей, но ничего. Я думаю, давайте начнем, в принципе, открывать быстренько. Баланс у нас достаточно большой, кейс стоит не так дорого, поэтому, я думаю, можно делать это все побыстрее. АВП Gradient. Видимо, какое-то хорошее качество, ну, как минимум по картинке видно то, что качество вообще шикарное. Так как обычно качество передается прямо на вот этой, грубо говоря, превьюшке, на этой картинке, которая показана в кейсе. Если что-то плохое, то уже можно издалека увидеть какие-то ссадины на оружии, потертости, неровности, какие-то черные фрагменты. Тут АВП Gradient выглядит, ну, просто шикарно, будто прямо с завода. Ну, конечно, я думаю, вряд ли прямо с завода, может быть что-то после полевых испытаний или немного поношенное. Плюс само по себе АВП в момент, когда оно вышло, да, оно навело достаточно много шума, все резко захотели ее себе, хотя по факту, да, она красивая, но, не знаю, будто чего-то не хватает, как по мне. Но сам факт того, что выглядит она, правда, привлекательно. В принципе, сама линейка Градиента, да, имеет большое значение вообще в самой игре КС, но в мире скинов имеется в виду, что Градиент есть на многих скинах, на многих оружиях данный скин Градиент. Вот что я имею в виду. Иметь в коллекцию себе такой авик, это, конечно, достойно уважения, так скажем. Сразу видно, что вы не из робкого десятка. Сама эмочка Фосфор, думаю, тоже выглядит еще более красивее, чем выглядел до этого в CSGO, так как, думаю, ее цвет очень красиво переливается. И в итоге, кстати, насколько подорожали скины с выходом новой игры, с новой графикой, я, честно, не очень сильно это заметил. Поэтому не могу сказать. Можете... Не могу ответить на этот вопрос. Напишите в комментариях, если вы как-то проследили эту линию от... Если вы проследили эту линию от одной начальной цены, которая была в CSGO, и до конечной, которая на данный момент есть в CS2, можете написать в комментариях, будет, в общем, интересно посмотреть, насколько рынок поменялся в целом. Так как, опять же, повторюсь, я этого никак не отслеживал. Давайте открывать по 10 штук. Вроде, когда мы открываем по 10, всегда дроп прямо летит с широкой руки, так скажем. Вот, поэтому, может быть, и сейчас нам повезет. В принципе, баланс позволяет, так сказать, раскуриться немного побольше. Плюс, видите, идет какой-то окуп. В принципе, практически с каждого открытия. Вот, опять выпадает какой-то P2000 вычитание. Угу. Опять 15 тысяч рублей на балансе, друзья. Ну, дай бог
не к ночи закончить данное открытие, если так опять будет сыпать. Конечно, в прошлом выпуске именно по этой логике того, что нас опускало, поднимало, мы и выиграли. Не всегда правильно везет, не всегда же везет именно в таком плане. Потому что это был пока что единственный момент, когда нас опускало и поднимало, и в итоге выпала хорошая шмотка, та, за которой мы как раз и шли. Держит нас на одном месте. Кстати, Юмп 45, место преступления, очень красиво выглядит. Я впервые вижу вообще такую юмпишку. На про-сцене не видел тоже ни у кого, ну, по крайней мере, из тех, кто с ней играет, да, с UMP. Очень классно выглядит юмпишка. Даже если она выпадет, то я, пожалуй, ее оставлю. Ну и баланс у нас держится исключительно на одном месте. Вот мы уже выходим в плюс, но нам нужно только что-то одно. Только что-то одно. Причем, кстати, если нам все-таки выпадет АВП градиент, то это будет по факту самый большой дроп, который мы тут ловили. На данный момент, наверное, самым большим дропом является АВП удар молнии, которая стоила около 59 тысяч рублей. Или Дигл пламя, который тоже в районе 60 стоил. Но вот конкретно за 90 тысяч мы тут еще ничего не выбивали. Рекорды ставить хочется, так скажем. Рекорды ставить хочется. Это будет прям, да, очень рекордный выпуск, если все-таки залетит. Ну, или хотя бы эмочка фосфор, да? Хотя бы. Да, я, наверное, зажрался в этом плане. Мне и депо подавай большие, и шмотки выдавай за большие деньги. Честно, я уже думал то, что все, этот выпуск полностью будет нулевый. Сидел уже вот с таким вот лицом, выключил камеру, оставил только запись экрана для того, чтобы докрутить все до конца. Уже сидел, злился, надоело уже крутить, все уже хотелось закричать, выключить и выйти просто. Но на последнем открытии нам все-таки выпадает АВП градиент за 90 тысяч рублей. Ни синий фосфор, ни цель найдена за 15, а именно тот самый градиент. Тогда, когда я хотел уже просто взять и выйти. Потому что меня много раз возвращало и сливало, опять возвращало и сливало. Вы знаете, что меня это сильно раздражает, что как бы, типа, либо не давай, либо давай. Но еще раз мы с вами убеждаемся в том, что когда возвращает, значит, все-таки что-то оно хочет дать. АВП градиент перед вашими глазами. Не зря я 30 минут сидел и крутил. Вот правда. Ну ладно, не 30, 25 минут. Вот сейчас по ОБС смотрю, 25 минут. Я сидел и крутил. Все уже не хотелось. Но цель достигнута. Авиаградиент на ваших экранах. Уже одной ногой в моем инвентаре. Всем спасибо, кто смотрел данный выпуск. Мы его оставляем. Ох, ну понеслась, видимо, еще одна белая линия. Черная линия у нас прошла. Выпусков 5 подряд абсолютно ничего не летело. И вот уже второй выпуск окупной. И тут не то, что окупной, а АВП градиент. Мы побиваем свой рекорд окупа. То есть даже не окупа, а рекорд по шмотке, да, до этого, как я вот в этом же выпуске говорил, 60 тысяч рублей, около такого мы ловили, либо удар молнии, либо пламя, ну а тут за 90 тысяч рублей, ну просто замечательно, настроение прям поднял данный авик, потому что сидел я уже просто вот такой вот никакой.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки за данный успешный выпуск, что все-таки все закончилось супер хорошо. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, на какую шмотку мне охотиться дальше. Прислушаюсь к вам и буду делать выпуск по вашим запросам. Пользуйтесь моим промокодом, который дает плюс 40% к вашему депозиту. Всем пока!